В 2004 и 2005 годах внимание американцев было сосредоточено на деле Скотта Питерсона, который убил свою жену и нерожденного сына. Новостные каналы, затаив дыхание, сообщали о каждом новом повороте в расследовании, затем в судебном разбирательстве. Тщательно следили за жизнью Скотта Питерсона, его любовницы и выходками его адвокатов. Однако по определенным причинам национальные медиа проигнорировали другое дело, еще более странное и шокирующее. Поражало не только количество жертв. Куда более странными казались сами обстоятельства произошедшего. И даже сегодня это дело не укладывается в головах обычных людей. Главная причина молчания СМИ была проста. Главное действующее лицо – чернокожий человек по имени Маркус Вессон. Все дело в том, что среди западных СМИ действует негласное правило – не выставлять негров в негативном ключе. Если про них что-то и говорят, то это должны быть сплошь положительные вещи. Но давайте ближе к истории. Маркус Вессон родился 22 августа 1946 года в Канзасе и был в семье старшим ребенком. Его родители были прихожанами церкви адвентистов седьмого дня. Их религиозные взгляды передались и детям. Сам Маркус утверждал, что мать была религиозной фанатичкой, а отец – алкоголиком и насильником детей, который ушел из семьи, когда Маркус был еще совсем ребенком. В начале 60-х годов прошлого века семья переехала в Сан-Бернардино, штат Калифорния. После окончания школы Вессон ушел в армию, где служил с 1966 по 1968 годы. Службу он проходил в Европе, где водил скорую помощь. В 1968 году, после возвращения из армии, 21-летний Маркус Вессон познакомился с 30-летней испанкой Розмари Майтареной. Вместе они переехали в Сан-Хосе, где у пары 3 года спустя родился сын. От предыдущего брака у Розмари была дочь Элизабет. В 1974 году Маркус начал насиловать 8-летнюю Элизабет. А через 6 лет 27-летний Маркус женился на 14-летней Элизабет. Уже через несколько месяцев она родила ему первенца. В последующие 16 лет она родит ему 10 детей. Однако один из них родится мертвым. У Элизабет была младшая сестра по имени Розмари Салорио, и она, как и старшая сестра, попала под воздействие чар Вессона. В 1986 году она отправила своих 7 детей жить к Вессонам под предлогом, что из-за проблем с наркотиками Салорио не могла заботиться о них. В итоге семейство Вессонов разрослось до огромных размеров. Маркус Вессон не мог долго удержаться ни на одной своей работе. Поэтому основную статью его доходов составляли пособия. Семья постоянно переезжала с одного места жительства на другое. Некоторые из их мест жительства находились в очень плачевном состоянии. Какое-то время вся семья проживала в 8-метровой лодке, пришвартованной в гавани Санта-Крус. Частенько, чтобы прокормить семью, Маркус доставал из мусорных баков ближайшего ресторана «Макдональдс» выброшенные бургеры и относил их своим детям. Однако лодка доставила ему неприятности. Он не указал ее как актив в документах на получение пособия, за что в 1990 году попал в тюрьму за мошенничество с пособиями. Со второй половины 90-х годов семья проживала в трейлере и большой армейской палатке в горах Санта-Круза, где не было даже проточной воды. Вессоны также какое-то время жили в полуразрушенном 20-метровом буксире на побережье Калифорнии. Иногда они проживали в школьном автобусе. К концу 90-х дети Маркуса и Элизабет Вессонов стали уже достаточно взрослыми для работы. Все заработанные ими деньги Маркус забрал и купил на них здание во Фресно, где и будут разворачиваться основные события этой истории. Ни один из детей никогда не ходил в школу. Маркус учил их самостоятельно на дому по школьным учебникам и учебным карточкам. Помимо этого он учил их собственному христианскому направлению. Он был фанатом сектанта Дэвида Кориша, который вместе со своими 80 последователями погиб при осаде ФБРовцами своей усадьбы в Техасе в 1993 году. Маркус Вессон тоже создал среди детей культ своей личности. Он описывал себя Иисусом Христом, а полицейских – пособниками сатаны. Когда семья смотрела по телевизору новости про секту Ветвь Давидова, Дэвида Кориша,
Вессон говорил детям: «Вот как мир нападает на божьих людей. Этот человек прямо как я. Он делал детей для Всевышнего. Мы должны делать то же самое. Мы должны делать детей для Всевышнего». Маркус говорил своей семье, что они должны быть готовы умереть, если кто-то попытается проникнуть в их дом. Своей племяннице Розе Салорио и ее дочери Сабрене Вессон он говорил, что они сильные солдаты, которые должны выслеживать и убивать тех членов семьи, которые предали Маркуса, и которым, возможно, придется убить всю семью и себя в том числе, чтобы предотвратить вторжение. Предвидя нечто подобное, Вессон прикупил про запас 10 гробов у торговца антиквариатом. Вессону очень нравились вампиры, поэтому он дал себе, дочерям и племянницам вампирские имена. Так, например, себя он просил называть Иевом Маркус Пир, смешение имен Иисус, Маркус и вампир. Маркус Вессон начал спать со своими дочерьми и племянницами после того, как вышел из тюрьмы в 1990 году. Согласно показаниям Руби Ортис в девичестве Салорио, одной из племянниц, которую отправили жить к Вессонам, Маркус начал насиловать ее, когда ей исполнилось 8 лет. Она утверждала, что любила Маркуса, и в 13 лет сама предложила ему пожениться. Свадебная церемония заключалась в том, что пара положила руки на Библию и прочла клятвы. Всего Вессон женился на 3 своих племянницах и 2 собственных дочерях. От каждой из них у него были дети. Первая жена, Элизабет Вессон, полностью одобряла подобные кровосмесительные союзы. Когда в подростковом возрасте Руби Салорио сбежала из дому, Элизабет убедила ее вернуться домой, чтобы заботиться о сыне от Маркуса. Руби Ортис заявила, что Маркус был жестоким и властным. Он изолировал детей от внешнего мира, избивал ее палкой или бейсбольной битой, когда она разговаривала с мальчиками или отказывалась учить уроки. Несмотря на всю жестокость, многие члены семьи с теплотой вспоминали жизнь с Маркусом Вессоном. Он придумывал развлечения для семьи, такие как спектакли, концерты и уродливые конкурсы, в которых дети должны были наряжаться как можно более уродливо. Вессоны часто пугали соседей. Сам Маркус, например, весом около 180 килограммов. Один из соседей во Фресно описал его волосы как один большой сальный комок из дредов. Как будто волосы состояли только из грязи и сала. Когда Маркусу нужно было отправиться со своей семьей во внешний мир, женщины надевали черные робы и двигались исключительно позади него, в абсолютной тишине, с опущенными вниз глазами. Когда Вессоны проживали на лодке, если Маркусу нужно было попасть на берег, он садился в лодку поменьше, женщины брались за весла и везли его к берегу. Ждали его, не покидая лодки, а затем везли обратно. Многие считали, что он держал девушек в рабстве. Дома женщины должны были носить длинные черные юбки, белые или серые блузки и черные туфли на высоком каблуке. Все мальчики, как и большинство девочек, ушли из дому, когда стали достаточно взрослыми. Однако 2 дочери, Сабрена Вессон и Элизабет Бринни Вессон, а также одна из племянниц, Роза Салорио, оставались со своим отцом и, будучи взрослыми, чтобы помогать семье. Помимо них в доме находились несколько маленьких детей. В 2003 году Вессоны приобрели дом во Фресно, который прежде использовался как офисное здание. Здание было построено в 1966 году и имело площадь около 100 квадратных метров. Судя по документам, здание было приобретено на имя Розы Салорио за $100 000. Городские власти приняли решение о выселении членов семьи, поскольку это здание не было предназначено для проживания. Впоследствии многие будут говорить, что перспектива выселения сыграла свою роль в дальнейших событиях. В пятницу, 12 марта 2004 года, к Маркусу приехали 2 его племянницы – Руби Ортис и Софина Салорио. Они требовали, чтобы Вессон отдал им их дочерей. Он отказал, и остальные женщины в доме накинулись на племянниц и начали обзывать их иудами, блудницами и дьяволицами. Им пришлось уйти без детей, но позднее они вернулись к дому, но уже с полицией. Офицеры приказали Маркусу выйти из дома, но тот продолжал скрываться в здании.
Тогда полицейские вызвали на место городского прокурора, который объяснил вышедшему на порог Вессону, что у того нет законных оснований находиться внутри здания. Вессон послушал его, развернулся и захлопнул за собой дверь. Затем из дома вышли Роза Салорио и Элизабет Вессон и сообщили полицейским, что у Маркуса пистолет. Полицейские вызвали подкрепление и спецназ. Как только они заняли позиции вокруг дома, дверь открылась, и вышел 57-летний Маркус Вессон. Он был весь в крови. Мужчина решил сдаться полиции. То, что полиция обнаружила внутри здания, было настолько ужасным, что некоторым сотрудникам пришлось взять отпуск и посещать психолога. В доме лежало 9 тел. У каждого был прострелен один глаз. Все тела переплелись в окровавленной куче одежды. Возраст жертв варьировался от 1 года до 25 лет. 2 убитых были дочерьми Маркуса Вессона. Остальные 7 были детьми его дочерей и племянниц. Всем из них было меньше 8 лет. 10 гробов, купленных ранее Вессоном, стояли вдоль стены одной из комнат. Поговаривают, что Вессон купил эти антикварные гробы, которые по размеру были гораздо больше обычных. Гробы были изготовлены из редких пород дерева. На них были вырезаны искусные рисунки. И Вессон якобы собирался разбирать эти гробы и изготавливать из их древесины мебель и шкатулки для последующей перепродажи. Той ночью 6 полицейских священников прибыли в здание Вессонов, где работали полицейские. Они должны были утешать детективов, которые работали с уликами. Мэр Фресно заявил, что город уже никогда не будет прежним после крупнейшего массового убийства в его истории. Обезумевшие от известия о массовом убийстве, некоторые родственники погибших потеряли возле этого здания сознание. Позднее оказалось, что 4 женщины, которые с ужасом следили за каждым поворотом дела, были матерями детей, находящихся в доме. Отец у этих детей был один – Маркус Вессон. По словам полицейских, тела были настолько переплетены между собой, что им потребовалось несколько часов, чтобы определить точное количество жертв. Исследование места преступления началось в 10 часов вечера и продолжалось до самого утра. Ни отпечатки пальцев на пистолете, ни остатки пороха не дали следователям ответ на вопрос, кто же стрелял из орудия убийства. Но выжившие дети Вессона свидетельствовали о том, что он обладал высокой степенью контроля над своим большим кланом. Он ежедневно проповедовал семье, сплетая догму полигамии и инцеста из своих интерпретаций Библии и верований адвентистов седьмого дня. Он был особенно суров с молодыми женщинами, которые свидетельствовали, что обучались на дому и почти не контактировали ни с кем, кроме семьи. Вессон избивал женщин, если они разговаривали с другими мужчинами, и начинал насиловать их, когда тем было по 7-8 лет. Он забирал у членов семьи все заработанные деньги и указывал им, чем они должны питаться. Пока полиция пыталась собрать воедино эту сложную головоломку, Маркус Вессон оставался под стражей с установленным залогом в размере $9 миллионов. Он сохранял спокойствие и сотрудничал с полицией. Обвинение Вессону было предъявлено 17 марта 2004 года. Шеф полиции Фресно Джерри Дайер сказал, что власти не сомневались в том, что в убийствах замешан кто-то еще, кроме Маркуса. Были проведены токсикологические экспертизы жертв, чтобы выяснить, находились ли они на момент смерти в состоянии опьянения. Директор по связям с общественностью Центральной Калифорнийской конференции адвентистов седьмого дня сообщил, что Маркус Вессон никогда не был членом этой религиозной организации, хотя Вессон время от времени контактировал с адвентистскими церквями, а его родители были членами церкви адвентистов седьмого дня. Он работал уборщиком в Сокеле в 80-х и начале 90-х годов и иногда приводил своих детей на церковные службы. Несколько членов его большой семьи – Себрена Вессон, Киана Вессон, Софина Салорио и Руби Санчес – были членами церкви. Старший сын Маркуса, 29-летний Дориан Вессон, поддержал отца, сказав, что тот не мог так поступить. Он добавил, что если бы думал, что его отец способен убивать детей,
то лично покончил бы с этим. Он рассказал о семье и сказал, что его сестрам делали искусственное оплодотворение. Отец их никогда не насиловал. Высказалась и Кэрри Вессон, мать обвиняемого. «Маркуса Вессона по телевизору я не узнаю. Это не мой сын. Это христианская семья, это не культ». Она описала Маркуса как яркого, умного ребенка, который любил животных. Он и его семья избегали танцев, одевались скромно и были вегетарианцами. Для идентификации жертв полицейским пришлось использовать ДНК-тестирование. Коронер сообщил, что не похоже, чтобы кто-то из жертв сопротивлялся, а тела не были изуродованы. Причиной смерти во всех случаях было названо мгновенное прободение головного мозга, вызванное огнестрельным ранением в лицо. В конце марта 2004 года тела были кремированы, а прах передан родственникам. Огромна была и общественная поддержка. Между тем, сам Вессон дважды затягивал предъявление обвинения, настаивая, что ему не нужен государственный защитник. Он хотел нанять сразу 2 частных адвокатов из довольно известных и дорогих адвокатских контор. Однако многие сомневались, что он может себе позволить таких юристов. За Вессоном в тюрьме было установлено круглосуточное наблюдение. Ему запрещено было видеться со своими родственниками. В среду, 7 апреля 2004 года, Маркусу Вессону предъявили 33 обвинения в сексуальном насилии. Среди улик, найденных на месте преступления, был пистолет. Были проверены следы от пороховых газов на руках Вессона, а также отпечатки пальцев на рукоятке. На предварительных слушаниях Вессон отказался признать себя виновным. Адвокат, который был назначен ему судом, Пит Джонс, также утверждал, что его подзащитный невиновен. Адвокат допросил офицеров полиции, которые обнаружили на месте преступления пистолет 22-го калибра и охотничий нож. Оба предмета лежали под телом старшей жертвы, 25-летней Себрены Вессон. Пуля прошла сквозь ее глаз и ушла вверх, а ее тело лежало поверх остальных тел. Другими словами, адвокат утверждал, что Себрена убила 8 человек, а затем покончила с собой. Эта версия совпадала с пактом о самоубийстве, который семья заключила несколько лет назад. При попытке властей вмешаться в дела семьи, дети должны убить себя. Одна из старших дочерей Вессона подтвердила эту версию. С другой стороны, прокурор утверждал, что Вессон самостоятельно застрелила всех жертв. Судья Лоуренс Джонс постановил, что против Вессона достаточно улик, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в убийстве 9 своих детей. Если его признают виновным, он может быть приговорен к смертной казни. Другие показания на слушании включали обвинения в сексуальном и физическом насилии со стороны Вессона. Утверждалось, что Вессон начал насиловать своих дочерей, когда им было всего 5 лет. Когда одна из девочек забеременела, Вессон сказал ей говорить всем, что она была искусственно оплодотворена. Маркус Вессон также отправил письмо в газету Фресно Би, в котором рассказал им о написанной им ранее биографической книге. Оказалось, что его книга под названием «В ночи света для тьмы» действительно существовала, но была отвергнута в 2002 году нью-йоркским издательством. На судебных заседаниях, проходивших одно за другим, Маркус Вессон настаивал, что никого не убивал. Его адвокаты продолжали убеждать присяжных и судью, что во всех убийствах виновна погибшая Себрена Вессон. В итоге присяжные отказались признать Вессона виновным в совершении смертоносных выстрелов. Однако он все равно был осужден за убийство, потому что присяжные посчитали, что именно он подтолкнул детей к самоубийству. 17 июня 2005 года Маркус Вессон был признан виновным по 9 пунктам обвинения в убийствах первой степени, а также признан виновным по 14 пунктам обвинения в сексуальных домогательствах несовершеннолетних и их изнасилованиях. Через 10 дней, 27 июня 2005 года, Вессон был приговорен к смертной казни. В настоящее время он ожидает исполнения приговора в государственной тюрьме Сан-Квентин. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк и напишите комментарий. В настоящее время это единственно возможная нематериальная поддержка авторов. Всем спасибо. До скорых встреч.